Сегодня я поделюсь своим самым любимым рецептом хачапури. Готовится он очень просто. С этим рецептом справится абсолютно каждый и потратит на это минимум своего времени, а в результате получит вкусный и сытный завтрак или обед. Давайте готовить вместе со мной. А начнем мы с приготовления теста. Берем миску и вливаем в нее 300 грамм кефира. Кефир может быть абсолютно любой жирности, у меня 3,2%. Теперь в кефир мы добавляем 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара и половину чайной ложки соды. Теперь это все хорошо перемешиваем венчиком, для того, чтобы пошла реакция гашения соды кефиром. Кефир начал пениться, а это значит, что реакция пошла, и отдельно гасить соду не нужно. Перемешиваем это все примерно в течение 1 минуты. Теперь к кефиру нам нужно добавить 1 яйцо, и этим же венчиком все хорошо перемешиваем до объединения. После того, как яйцо с кефиром хорошо объединились, сюда же мы добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Оно должно быть без запаха. И еще раз с помощью венчика мы все хорошо перемешиваем. Ингредиенты и все пропорции будут дополнительно прописаны под видео в описании. После того, как масса хорошо объединилась, я добавляю муку, но всыпаю ее не всю. Ее может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. Для ориентира примерно отвешивайте 500-550 грамм. Сначала я это все замешиваю венчиком, но когда венчиком уже становится сложно мешать, начинаем замешивать тесто руками. Если в процессе замешивания теста вы понимаете, что тесто липнет к рукам, то вы можете добавить еще муки, но будьте аккуратны, добавляйте ее постепенно по чуть-чуть, чтобы тесто не стало слишком тугое. В целом это тесто должно вымешиваться примерно в течение 5 минут. Оно должно стать таким однородным и не тугим. Собраться в комок. Можете его поразминать на столе, если вам будет, возможно, удобнее, чем в миске. К рукам оно липнуть не должно, но если будет немного липнуть, в этом нет ничего страшного. И вот такой однородный комочек теста у вас должен получиться. Как видите, в замешивании теста нету ничего сложного. Теперь мы кладем его в миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем отдохнуть буквально 10-15 минут. За это время мы приготовим начинку для нашего будущего хачапури. Начинки нам понадобится примерно 500-600 грамм сыра. Его мы натираем на крупной терке. Если хотите, для удобства можете натереть его на средней терке. В будущем вам будет удобнее комковать, собирать его в шарики. Сыр можете брать абсолютно любой, который вам нравится по вкусу. Вы можете смешать сразу несколько сыров, тоже получается очень интересно. Я взяла российский и маленький кусочек сулугуни у меня уже давно валялся в холодильнике, поэтому я его тоже добавлю. Ну что, сыр натерли. Если вы брали разные сыры, то хорошо их между собой перемешайте. А дальше по желанию можете добавить немного соли и любимой приправы. Это придаст пикантности вкусу нашему будущему хачапури. Но так как сыр уже соленый, это делать не обязательно. После этого в сыр мы вбиваем 1 яйцо. Все хорошо перемешиваем. Должна образоваться хорошая клейкая масса. Сыр можно перемешать любым удобным для вас способом. Можно замешать вилкой или сразу руками. После того, как сыр с яйцом хорошо объединились, нам нужно его разделить на 4 равные части. Вы можете воспользоваться весами или сделать это как я, просто примерно разделить руками. Теперь, как показано на видео, из сыра формируем шарики. Как видите, рецепт получается очень простой и быстрый, как и все рецепты на нашем канале.
Каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить. Вот таких 4 сырных шарика у вас должно получиться. Отставляем их в сторону и теперь займемся нашим тестом. Оно слегка увеличилось в объеме. Достаем его из миски. Теперь тесто нам нужно разделить на 4 части. Можете воспользоваться весами или разделить на глаз. Сначала делим пополам и потом эти половинки делим еще раз пополам. Если у вас тесто прилипает к столу, то можете присыпать немного мукой. У меня тесто не прилипает, поэтому я не буду присыпать мукой, чтобы оно не было забитым. После того, как разделили тесто на 4 части, мы скатываем их в шарики и отставляем в сторону, накрываем пищевой пленкой и даем постоять буквально 5 минут, чтобы тесто стало более податливым и нам было легче с ним работать в будущем. После этого берем нашу круглую заготовочку и пальчиками немного его разминаем и формируем круг. После этого раскатываем скалкой. Главное, слишком сильно не раскатывайте, иначе сыра может не хватить и будет просто тесто по краям. Вот примерно такого размера у вас должно получиться. После этого мы берем наши сырные заготовочки и кладем в середину. Немножечко придавливаем, буквально чуть-чуть, чтобы сыр не разъехался. И собираем наши краешки. Делаем как будто бы такой мешочек, скрепляем все стыки, чтобы не было никаких дырочек. И вот этот стык мы присыпаем мукой. Буквально совсем чуть-чуть, потому что мука будет гореть. И после этого мы снова раскатываем скалкой. Я повторюсь, что слишком сильно мы не раскатываем, а размером она должна быть примерно как средняя тарелка. И много муки, пожалуйста, не сыпьте, потому что мы обжаривать будем на сухой сковороде, а мука имеет свойство гореть. Повторяйте все то же самое со всеми заготовками. На видео я показываю несколько раз. Внимательно смотрите, и у вас обязательно все получится. В этом нет ничего сложного. Наши заготовки готовы. Теперь мы берем разогретую сухую сковородку и выкладываем туда наши заготовки. Накрываем крышкой и просто за ними наблюдаем, периодически переворачиваем. Жарим мы на среднем огне до золотистого цвета. Это примерно 3-5 минут с каждой стороны. Вот такая аппетитная лепешечка у нас получилась, ничего нигде не пригорело, она просто идеальная. И пока она еще горячая, смазываем ее растопленным сливочным маслом, для того, чтобы придать ей такой блеск и для того, чтобы она немножечко смягчилась. Корочка стала такой более мягкой. По этому рецепту хачапури получается очень аппетитный и невероятно ароматным. Давайте разрежем, пока он еще теплый, чтобы посмотреть, что внутри.
Посмотрите, лепешка получилась очень воздушная, пористая и очень мягкая. Сыр, конечно, уже подостыл и уже не так тянется, но если ее разрывать, пока она будет очень горячей, то сыр так будет хорошо тянуться. Ну что, я всем рекомендую попробовать этот рецепт. Обязательно готовьте, он очень быстрый и простой. У вас обязательно получится. Делитесь своими результатами в комментариях. Буду рада посмотреть, ответить на все ваши вопросы. И, конечно же, переходите на наш канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних, вкусных рецептов. Обязательно подписывайтесь, чтобы не потерять.